сегодня мы с вами готовим вертикальный медовик, и начнем мы с коржей. Для коржей нам понадобится пшеничная мука, сахар, мед, сливочное масло, немного воды, сода и яйца. Начнем мы с того, что сделаем карамель из воды и сахара. Мы высыпаем сахар, выливаем воду, перемешиваем воду с сахаром. Ставим на средний огонь. У нашего сотейника должно быть толстое дно. И когда у нас сейчас будет готовиться карамель, мы не мешаем ее лопаткой. В это же время мы слегка подогреваем мед в микроволновой печи, чтобы он был теплым. Иначе, если мы добавим холодный мед в раскаленную карамель, карамель у нас станет леденцом. Мы довели до карамельного цвета, выключаем и выливаем теплый мед. Теперь мы добавляем сюда масло. Перемешиваем. Выливаем нашу массу в другую форму. Перемешиваем. Ждем сейчас, когда наша масса немного остынет, и начнем добавлять яйца. Мы подождали, пока остыла наша масса. Теперь мы добавляем по одному яичку. И добавляем соду. Теперь мы начинаем частями всыпать муку. Мы сделали тесто. Оно у нас получается довольно плотное. Сейчас мы будем его раскатывать с помощью дополнительной муки. Сейчас мы будем с вами раскатывать медовик. Нам понадобится силиконизированный коврик, либо на пергаменте, либо на силиконе. Также нам понадобится скалка и дополнительная мука. Мы присыпаем мукой. Мы с вами будем из этого теста вырезать потом полосы. Мы сейчас выкладываем тесто. Присыпаем дополнительной мукой, чтобы у нас ничего не прилипло. И начинаем раскатку. Здесь я немного подрежу тесто, чтобы у нас был один ровный угол. Потом мы будем разрезать на полосы. Убираем лишнее. Лишнее тесто мы не складываем со свежим. Мы его убираем в отдельный мешочек и потом из них еще раскатаем дополнительно. И сейчас вот в таком виде мы отправляем выпекаться в духовку наше тесто. Мы достали из духовки, у нас получился румяный такой корж. И здесь мы сейчас начинаем нарезать. Здесь вот заломчик, мы чуть-чуть его отрежем. Отрезать нужно сразу же, как только вы выпекли. Иначе, видите, они тоненькие и тут же будут становиться хрустящими. Так, здесь мы тоже по линии отрезаем. Высота нашего бисквита будет, точнее торта, 10 сантиметров. Здесь у нас сколько получится? Здесь вот получится 33. Делаем наметочку. Видите, он уже крошится, надо это делать поскорее.
И вот в таком виде мы перекладываем на пергамент, они у нас застынут, мы их потом покроем кремом и будем заворачивать. Сейчас мы с вами приготовим сметанно-сливочный крем. Для этого нам понадобится 30% сметана, сахарная пудра и жирные сливки 33-35%. Сметана должна быть обязательно жирная, иначе она не взобьется в нужную консистенцию. Если вы нашли только 25% сметану, то необходимо ее отвесить в марле либо в ткани, чтобы стекла лишняя жидкость, и только после этого взбивать эту сметану. Сейчас мы начнем с того, что взобьем до полувзбитого состояния наши сливки и потом забьем сметану. Мы начинаем взбивать сливки, они должны быть обязательно из холодильника, и взбиваем по нарастающей скорости. Мы взбили сливки, они у нас должны быть почти мягкими пиками. Сейчас мы этими же венчиками можем взбить сметану, взбиваем ее до пышного состояния. Тоже по нарастающей скорости. Мы взбили сметану, видите, она у нас как взбитые сливки. Сейчас мы сюда добавляем сахарную пудру и еще раз взбиваем. От сахарной пудры сметана станет чуть жиже, но для этого мы как раз таки и повзбиваем еще немного, чтобы сметана снова стала пиками. Мы вновь взбили до пиков, и сейчас мы сюда добавляем наши взбитые сливки. Вмешиваем до однородности и оставляем. Мы выкладываем наш сметано-сливочный крем. И пока они у нас не стали сильно мягкими, мы выкладываем по одному на пергамент. Мы намазали наши полоски. Сейчас нам необходимо их оставить, чтобы они у нас промокли, коржи под кремом. Мы с вами продолжаем приготовление нашего вертикального медовика. Я решила показать вам еще один способ, как вам раскатать тонко коржи, чтобы они точно у вас свернулись в рулет. Для этого мы вырезаем из пергамента полоски высотой 10 сантиметров и просто на них раскатываем наши коржи. Здесь у нас получаются полосочки, и таким образом вы сможете раскатать ваши коржи потоньше, если вы еще не уверены в своих силах или если хочется очень тоненькие коржи. Итак, сейчас мы с вами прямо здесь начинаем заворачивать нашу полосочку в рулет. Пергамент нам в этом немного поможет. Сейчас со стыка мы продолжаем заворачивать наш медовик. И таким образом мы заворачиваем наш медовик. Старайтесь не допускать пробелов, поплотнее закручивать. Заворачиваем либо, как я показывала, рулетиком, либо уже на самом торте. Здесь уже как вам будет удобнее. И снимаем пергамент. После того, как мы собрали наш вертикальный медовик, мы убираем его пропитываться в холодильник. Хотя он уже достаточно пропитан, поскольку у нас коржи с кремом постояли достаточное время и пропитались. Это единственный торт, где вам может понадобиться разъемное кольцо, поскольку вы не знаете точный диаметр торта при сборке, потому что где-то вы можете потуже скатать, где-то наоборот послабее. Поэтому здесь мы обтягиваем его ацетатной пленкой и натягиваем колечко. Здесь можно закрепить зажимчиком. И в таком виде мы убираем в холодильник до покрытия.
Сейчас мы с вами приготовим лимонный ганаш. Для этого нам понадобится белый шоколад. Мы используем фирму какао-баре «Зефир», сливки 33-35% и лимонная цедра. Цедру обязательно, когда будете снимать, не нужно брать белую кожуру, только желтую часть лимона нам необходимо натереть. Ну что ж, мы начинаем нагревать в сотейнике, доводим до кипения, но не кипятим, сливки с лимонной цедрой. Потом на 15 минут мы оставляем наши сливки, чтобы у нас максимально сливки впитали запах и вкус лимона. Мы довели до кипения и процеживаем наш шоколад. Подождали минуту и пробиваем блендером. Наливаем сливки и перемешиваем. Мы берем пищевую пленку и покрываем ганаш в контакт. И убираем в холодильник. Сейчас мы с вами достали наш ганаш из холодильника и начинаем взбивать его по нарастающей скорости. Сначала на маленькой, потом на средней. А лучше не взбивать такой ганаш на высокой скорости, потому что его очень легко перебить. Вы поймете, что перебили, когда он пойдет крупинками. Начинаем взбивать. Мы взбили ганаш до плотного стоячего состояния. Мы достали из холодильника, снимаем ацетатную пленку. И сейчас мы с вами сделаем мазочками из ганаша покрытие. Мы просто покрываем кремом. Сейчас я просто доложила сверху крем, который остался. Даже когда мы делаем мазочки, мы стараемся создать каркас торта, поэтому здесь у нас должны быть, вы должны понимать, где были бы углы, и чтобы верхушка была ровная. Обязательно посмотрите сверху, чтобы у вас был круг, а не овал. И после того, как сделали каркас, мы начинаем делать мазочки. После того, как мы сделали мазочки, мы зачищаем подложку. Делаем мы это бумажной салфеткой. Для украшения мы используем клубнику и шоколадные шарики. И просто выкладываем их в том порядке, который нам нужно. Все элементы мы крепим на шоколад. И сейчас я золотым спреем побрызгаю сверху наш торт. Наш торт готов.